В мире смартфонов довольно сложно ориентироваться, так как брендов много, а моделей вообще несметное количество. Здорово, YouTube! Сегодня мы сравним, возможно, два народных гиганта: Xiaomi Poco X3 Pro и Xiaomi Mi 11 Lite. В этом видео характеристики, тесты, сильные и слабые стороны обоих смартфонов, поэтому подписывайся на канал, ставь лайк, поехали! Стоимость. Начнем именно с этого параметра. Вообще, Xiaomi организовала такую модель бизнеса, при которой она конкурирует не только с другими производителями, но и сама с собой. Poco X3 Pro представлен в двух конфигурациях. Базовая версия в сочетании 6 128 ГБ оперативной памяти и хранилища подойдет она большинству современных пользователей, тогда как 8 256 ГБ это вариант в большей степени для любителей контента. Сейчас Poco X3 Pro 6 128 предлагается в наших магазинах по цене $280, а модель 8 256 по цене $340. Mi 11 Lite также обойдется вам в $340, но за версию 6 128, и в $380 за 8 128, потому что 8 256 здесь не предусмотрено. Вообще, эти два смартфона очень хорошие варианты за свою стоимость, а тем более если покупать их на AliExpress, то обойдутся они вам и того дешевле. Ссылки будут в описании. Что касаемо дизайна, бренд Poco явно нацелен на молодую аудиторию, которой импонирует яркий, выделяющийся дизайн. Но акцент в этих смартфонах все же на мощность. Внешний вид, я бы сказал, на любителя. Две из трех визуально раздельных частей задней панели имеют матовое покрытие, но прямо по центру есть широкая глянцевая светоотражающая полоса. Именно эта глянцевая часть собирает отпечатки пальцев. Их достаточно хорошо видно за счет контраста с матовыми областями по бокам, которые всегда остаются чистыми. Также на глянцевой полосе есть огромный логотип Poco. Доступны у него три варианта расцветки: черный, синий и достаточно свежий и необычный золотисто-бирюзовый. Poco X3 Pro это относительно большой и увесистый девайс. Он весит 215 грамм и имеет толщину 9,4 мм. А про самый легкий и тонкий смартфон Mi 11 Lite здесь и говорить нечего. Разница в руке действительно ощутима. Вес Mi 11 Lite всего 157 граммов, и это на целых 58 граммов меньше, чем у Poco. Рамка пластиковая, задняя крышка стеклянная. Матовое покрытие везде, кроме глянцевой черной версии, но она самая маркая. Цветовых решений у Mi 11 3: розовый, голубой и черный. Материал задних панелей пластик у Poco и стекло на Mi 11 Lite, которое смотрится и ощущается более дорого. Любая защита от влаги всегда приветствуется, и корпус Mi 11 Lite имеет степень защиты IP53, то есть это защита от брызг. X3 Pro с тем же уровнем защиты. Также у Poco дисплей защищен продвинутым Gorilla Glass 6. Экран Mi 11 Lite защищает предыдущее пятое поколение Gorilla Glass. Также на корпусе предусмотрен слегка утопленный боковой датчик отпечатков пальцев. Как и на Mi 11, оба работают хорошо. На Poco аудиоразъем 3,5 мм, которого на Mi 11 вы не найдете. Для этого у него в комплекте предусмотрен переходник с USB Type-C. У обоих стерео звучит хорошо и громко, но на максималке звук я бы не выкручивал. Самым интересным на Poco X3 Pro является его платформа Qualcomm Snapdragon 860. Это относительно необычный процессор, и мы впервые увидим его в действии. Qualcomm крайне редко предлагает хотя бы два чипсета серии 800 за один год. Но теперь у нас есть не только флагманский процессор Snapdragon 888, но еще и модели 870 и 860. Даже по сегодняшним меркам это очень мощная и производительная платформа, которая существенно обгоняет современные чипы серии 732G, установленные на Mi 11. Snapdragon 860 7 нанометров имеет 8 ядер, одно из которых работает на частоте 2,96 ГГц, 3 на частоте 2,42 ГГц и еще 4 на 1,8 ГГц. Также чипсет оснащен встроенным графическим процессором Adreno 640. У него нет встроенного модема 5G, и это совершенно не огорчает, учитывая, где мы живем. Snapdragon 732G на Mi 11 Lite. 8 нанометров, пиковая частота составляет 2,3 ГГц. А видеоускорителем выступает достойный, но гораздо более простой вариант в виде Adreno 618. По поводу АЗУ и памяти все просто. Независимо от объема оперативной памяти, в Poco X3 Pro всегда используется LPDDR4X, как и у его конкурента.
а также независимо от емкости внутренней памяти, всегда используется высокоскоростное хранилище UFS 3.1, не как у его конкурента. В Mi 11 Lite установлен более медленный UFS 2.1. Poco X3 Pro оснащен крупным 6,67 дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+. Несмотря на IPS-технологию, это все-таки современный дисплей, что подтверждает максимальная частота обновлений 120 Гц и максимальная частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц с поддержкой HDR10. В Mi 11 Lite используется OLED со всеми известными преимуществами. Его экран лучше во всех аспектах, за исключением герцовки. На Mi 11 Lite 90 Гц. При этом яркость экрана больше на Xiaomi 812 нит против 520 у Poco. Функцию NFC получили оба смартфона. Также у обоих комбинированный лоток для сим-карты, в который можно установить либо две симки, либо симку и флешку, как и общий Android 11. Аккумулятор на Mi 11 Lite это 4250 мАч, на Poco 5160, а также быстрая зарядка мощностью 33 Вт с подходящим зарядным устройством входят в комплект там и там, но у Poco еще и наклеечки есть. Быстрая зарядка Poco 55% за 30 минут и час 15 до полной зарядки. Mi 11 Lite показал 57% за 30 минут и заряжается на сотку за 1 час 8 минут. Тесты автономности следующие. Mi 11 Lite продержался дольше только за время просмотра видео. Серфинг в интернете и время разговора за X3 Pro. Будучи ответвлением Xiaomi, телефон Poco работает под управлением MIUI 12. По стандарту эти пользовательские интерфейсы содержат такие функции, как Game Turbo для оптимизации ярлыков и второе пространство для конфиденциальности. Вы можете настраивать оттенок уведомлений, переключаться между экранами, кнопками и жестами для навигации. Есть несколько предустановленных приложений, включая магазин приложений JetApps и магазин тем. В общем, абсолютно привычный MIUI по стандарту на обоих гигантах инженерной мысли. Что касаемо камер и фотовозможностей, не хочу здесь надолго останавливаться и скажу вам буквально пару слов. Интересно то, что компания Poco X3 Pro использует более низкое разрешение для камер, чем у обычных Poco X3. В девайс интегрирована 48-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. По сравнению с 64 и 13 мегапикселями соответственно у младшей модели той же серии. Остальные модули совсем грустные. Poco X3 Pro не самый лучший в сегменте камер, но из него и не старались сделать камерафон, он предназначен конкретно для других целей. Если вы обычный пользователь, который делает снимки для себя, ну или для Instagram, то возможностей девайса для этого более чем достаточно. Mi 11 Lite снимает безусловно лучше во всех режимах, за исключением, наверное, селфи-камер, результаты которых более интересные на Poco, учитывая, что и количество мегапикселей фронтальной камеры Poco больше, у него 20 мегапикселей, на Mi 11 же всего 16. Приложения камер одинаковые, они многофункциональные и некоторые элементы управления скрыты. Запись видео на основную камеру осуществляется с разрешением до 4К с частотой 30 кадров в секунду на обоих смартфонах. Оптической стабилизации также нет у обоих. Она в этих смартфонах цифровая, поэтому заметно небольшое дрожание видео, записанное во время движения. Переходим, наконец, к самому интересному. Учитывая перечисленные выше спецификации, вы легко можете ожидать идеальной работы смартфонов при повседневном использовании, в играх, да и вообще в любых задачах. Аппаратной начинки двух любимцев более чем достаточно для запуска всех социальных сетей и мессенджеров, а также самых разных игр и прочих разнообразных приложений и инструментов. Тесты производительности позволяют наглядно увидеть, насколько хорош Snapdragon 860. Популярный бенчмарк для Android Antutu и Geekbench 5 показывают следующие результаты. Таким образом, итог вы видите сами и, наверное, уже сделали очевидный вывод. Производительность чипсета Poco X3 Pro далеко впереди, причем по всем фронтам, не оставляя ему шанса. Если говорить о скорости накопителя, то UFS 3.1 в Poco X3 Pro безоговорочный лидер. Скорость чтения записи в несколько раз превышает UFS 2.1 на Mi 11 Lite. И тем не менее, все современные игры работают плавно и без подвисаний на обоих смартфонах. Но если Poco можно отнести к игровой машине, то Mi 11 Lite скорее к стильной штучке. Верхняя и задняя часть X3 Pro при этом подвергается незначительному нагреву, но она не доставляет дискомфорта.
А вот большой выступ камеры задней панели с непривычки мешает держать телефон горизонтально. Защитный чехол помогает решить эту проблему. На Mi 11 поиграть можно без проблем во все, но не очень долго. Система охлаждения тут сдает позиции. Из-за его впечатляющих габаритов впихнуть хорошую систему охлаждения так и не удалось. Греется он достаточно сильно. Экран на смартфоне Poco очень классный для IPS панели. Хорошая цветопередача, поддержка HDR10, которая активируется, например, при воспроизведении видео на YouTube. Высокая частота обновления 120 Гц. Но тем не менее его нельзя назвать лучшим в своем классе. OLED все же имеет свои преимущества. Еще даже год назад этот экран мог бы вызвать восторг, но сейчас панели Mi 11 Lite более привлекательнее, несмотря на все то, что про них говорят. Стереодинамики — это очень приятный бонус. Они делают Poco и Mi громкими и достаточно хорошо звучат как в играх, так и в воспроизведении музыки. Правда, Mi 11 Lite в этом аспекте показался мне немножко получше. В целом, если же говорить вкратце, X3 Pro обеспечивает максимально возможную производительность процессора в данном ценовом сегменте. Сказать, что ему это удалось, ничего не сказать. Это очень быстрый телефон, который отлично подойдет для самых сложных и тяжелых задач и игр. А в обозримом будущем, скорее всего, он будет оставаться крайне шустрым и производительным. Быстрый запуск приложений и высокая скорость загрузки только дополняют внушительные возможности процессора. Если вы хотите устройство, которое имеет характеристики премиального, но не желаете тратить много денег, то Poco X3 Pro является вполне убедительным вариантом. Mi 11 Lite имеет совсем другие преимущества. Его сильные стороны — это невероятная компактность и удобство эксплуатации. Наверное, это самый удобный телефон Xiaomi. Он великолепно лежит в ладони почти любого размера. При этом является также отличным гаджетом. За свою цену это одни из лучших смартфонов Xiaomi, но со своими особенностями. И тут кому что важнее. Любителям поиграть и загрузить свой смартфон по полной — Poco X3 Pro. Если вам важна хорошая эргономика и вы часто снимаете или фоткаете, Mi 11 Lite. Где-то тут будут более подробные обзоры на каждый из этих смартфонов, обязательно посмотри. А с вами был Пшеничный, да пребудут с вами инновации.